Всем привет! Знакомая ситуация, когда в автомобиле не хватает USB зарядок. AceFast устранили эту проблему и сделали вот такую вот зарядную станцию, можно сказать, зарядное устройство автомобильное с множеством портов USB, Type-C, различные варианты. AceFast, кстати, знаменит тем своими упаковками. Недавно я вам наушники показывал в суперской упаковке. И смотрите в этот раз, какая упаковка идет с этим зарядным устройством. Так, ну и здесь рекламка. Поставьте лайки, на Facebook переходите. Именно производителя AceFast. Делают они различные зарядные кабели, наушники, ну все вот такие популярные гаджеты, которыми пользуемся каждый день. Характеристики сразу же на упаковке. По портам характеристики прописаны. Все здесь понятно. Сама упаковка, посмотрите какая. Можно сказать, подарочный вариант. Также множество характеристик. Информация по устройству. Различные QR-коды, ссылки. И также есть штрих-код для проверки оригинальности устройства. Вот так. Можно стереть и проверить, не поддельное ли устройство. Давайте посмотрим само. Так, даже есть инструкция. Надеюсь я, что есть понятный для нас язык. Да, есть русский язык. На нескольких языках инструкция с характеристиками и с рекомендациями по работе. Общая мощность устройства 90 Вт по максималке. Входное напряжение 12-24 вольта, то есть можем использовать в автомобиле с 12-вольтовым и 24-вольтовым оборудованием. Выход USB A1. Также характеристики по напряжению, по току. USB A2, USB 3 и USB-C. Также информация. И есть вариант еще прикуривателя для подключения 60-ваттного оборудования, ну может пылесосы какие-то автомобильные. Начало работы. Прописано, что за что отвечают порты. Первый и второй являются независимыми портами быстрой зарядки. Третий и USB-C используются для быстрой зарядки при отдельном подключении. При одновременном подключении они используются для обычной зарядки 5 вольт 4,8 ампера. Выход USB-C 20 Вт может быть реализован только при входном напряжении, ну понятно, 24 вольта. Большой грузовик. Гнездо прикуривателя предназначено только для источника питания, не имеет функции прикуривателя. При его использовании необходимо использовать автомобильное электронное оборудование мощностью менее 60 Вт. Превышение понятно, предупреждение. Считывает напряжение бортовой сети автомобиля и выдает информацию на дисплей. То есть это устройство у нас еще служит таким себе индикатором бортовой сети автомобиля. Подключенная в прикуриватель будет выдаваться информация о аккумуляторе. Например, двигатель у нас запущен. Здесь будет информация выдаваться также в бортовой сети автомобиля. То есть можете контролировать даже зарядное напряжение в бортовой сети автомобиля. То есть контроль генератора. Можно так сказать. Смотрим, 14 вольт есть при запущенном двигателе. Значит, зарядка есть. Если 12 и меньше, соответственно, уже нужно принимать какие-то меры. Это то устройство, которым можно пользоваться не только на, например, переднем ряду, передним пассажирам, а и задним. Потому что имеет кабель, наверное, около 1,5 метра. Смотрите, какой толстенный кабель. Устройство также из качественного пластика сделано. Также здесь прописаны все характеристики и имеется площадка с регулировкой. С двухсторонним скотчем еще идет в комплекте запасной двухсторонний скотч. То есть можете под разными углами эту площадку регулировать. Так, не знаю, съемная или утапливается. Нет. Просто можете регулировать под разными углами. Сам штекер также из пластика, но пластик такой мощный. Мощные пружины контактов.
все должно держаться и фиксироваться нормально. И с этой стороны имеем пробку с предупреждением о 60 Вт максимум. То есть прикуриватель мы тут использовать не можем, но можем использовать автомобильные гаджеты, которые имеют мощность не больше 60 Вт. То есть у нас такого двойного назначения штекер. Вставляем в прикуриватель, но еще один прикуриватель у нас есть. Кое-что сюда можно подключить. Может подключить тот же самый разветвитель и еще пару USB иметь вот в этом месте. Например, для подключения кабеля от видеорегистратора. То есть моментов много, устройство очень такое многофункциональное, так сказать. Написано в характеристиках, что имеется защита от перегрева, есть вентиляционные отверстия, продумано все. От высокого напряжения какая-то есть защита, от перенапряжения, от перезаряда, ну как-то еще, видать, и контроль происходит зарядки. Порты, которые на борту устройства находятся. Очень удобно, что есть уже USB-C. У кого айфоны, можно подключать, заряжать. Для проверки устройства подключу его сейчас на столе. С помощью блока питания подадим напряжение разное. Посмотрим, как будет реагировать устройство. Ну и подключу несколько потребителей. Посмотрим, как происходит зарядка. Подаю питание на устройство. Просыпается устройство, и как заявлено, несколько секунд происходит такой себе тест и тестирует бортовую сеть. Если аккумулятор горит зеленым, говорит о том, что напряжение на аккумуляторе нормальное. Кто не разбирается, тому будет показана индикация, то есть цветовая, разный цвет. 12,5 вольт, нормально заряженный аккумулятор. Давайте изменим напряжение на аккумуляторе. Вот, некоторая задержка имеется, как и заявлено, около секунды. Тестируется как бы сеть. Уменьшаю я напряжение на блоке питания. Давайте посмотрим, при каком напряжении загорится. Вот, 11,5. И показано, что недостаточный заряд аккумулятора говорит о том, что нужно зарядить аккумулятор. При этом, кстати, автомобиль, все зависит от автомобиля, может еще двигатель запустить, но уже при первом включении зажигания вы будете видеть, если у вас устройство подключено в прикуриватель, вы будете видеть состояние аккумулятора. Это очень классное такое вот устройство и контролирует ваш аккумулятор. В дальнейшем, уменьшая напряжение, также здесь напряжение будет показываться у вас в бортовой сети. Перезаряд, кстати, тоже может показывать. Если у вас перезаряд, дает генератор большое напряжение. Давайте посмотрим. Вот, к примеру, увеличиваю я. Смотрите, 14,9, 14,9 и уже 14,9 показывает нам перезаряд. 14,8 еще нормальное напряжение в бортовой сети, а 14,9 уже аккумулятор горит красным. Говорит о том, что идет перезарядка, и соответственно у вас аккумулятор может просто кипеть. И это устройство будет вам об этом говорить. Плохо, что нету, конечно, идеальный был бы вариант, чтобы была звуковая какая-нибудь сигнализация, чтобы устройство пропищало несколько раз, чтобы вы обратили на это внимание. Что мне интересно, давайте вот iPhone поставлю на зарядку. В iPhone 13 уже идет кабель Lightning, как обычно в iPhone. А на другой стороне вместо USB-A у нас USB-C, Type-C. То есть в автомобилях встроенных таких вот USB-шек нету. Поэтому это устройство пригодится очень таки. Подключаю в устройство. Заряд пошел. И имеется индикация по портам. Показано 4-й порт. И переключается у нас, показана мощность. Вольтаж и мощность. 6 Вт, 8,7 Вт. При зарядке, и показан вольтаж на порту 9,2 вольта, и вот показания по мощности. Если у нас несколько портов будут задействованы, то будет с 5-секундной паузой информация по портам выводиться. Такие вот показания сейчас при зарядке смартфона с 50% емкостью аккумулятора. Вот 52%, и зарядка идет.
мощность растет. Давайте подключим еще что-нибудь через кабель. Кабель вот с дисплейчиком. USB-шный такой кабель-тестер, на который повесим, например, xiaomi смартфон Android. Здесь показания также есть по порту. Так, что у нас здесь? Третий порт 5,1 вольта, 7,4 ватта. Здесь видим также показания на кабеле. 5,1 вольта, 1,3 ампера при зарядке. Здесь показания потоку нету, а чисто мощность по портам. Кстати, при этом, как и заявлено, при использовании третьего и четвертого порта одновременно, видите вы, быстрая зарядка переключилась на обычную. Четвертый порт заряжал 9 вольтами гаджет, а при подключении двух устройств переключился на простую зарядку. И, соответственно, уменьшилась мощность. Если я отключу данный смартфон, то iPhone пойдет заряжаться быстрой зарядкой. Давайте просто переключу его, например, во второй порт. И посмотрим информацию по, будет ли быстрая зарядка идти на iPhone. Пока нет, не переключается. Да, пошла. При этом второй порт 7,1 ватта. Также быстрая зарядка пошла на Android. 1,7 ампера, 7 вольт. Четвертый порт 9 вольт и растет мощность. Отлично. Даже вот так два гаджета заряжать одновременно адекватной, нормальной и быстрой зарядкой. Причем это очень классно. Не каждое устройство потянут. Порты-то можно поставить сколько хочешь, а вот адекватно они не все устройства заряжают гаджеты. Ты подключил, устройство показывает, что идет заряд, но на самом деле тебе и суток не хватит, чтобы устройство зарядилось. В данном случае вот у нас все адекватно. Еще один кабель. Также кабель-тестер показывает напряжение и ток. Подключу в первый порт 5 вольт. И подключу, вот заряжается аккумулятор для освещения. Так, зарядка пошла. Что у нас здесь? Первый порт 5 вольт 0,5 ватта. Второй порт 6,7 вольт. Заряжается Android. Четвертый порт заряжается iPhone. С такими вот показаниями. Ну, все работает. Остался ненагруженным третий порт. Но если я его нагружу, как вы видели, то на iPhone переключится обычная зарядка. То есть не быстрая отключится, а переключится обычно. Все как заявлено, все и работает. Как по мне, очень классное устройство. А вы пишите свои комментарии. Ссылку на устройство я оставляю под видео. Кто хочет, сразу же переходите и заказывайте.